Здравствуйте, меня зовут Олеся, я дизайнер интерьера. В профессии я уже около 7 лет. В квартирном вопросе я участвую в 4-й раз, и этот проект стал, наверное, самым сложным из всех, которые у меня были, и в плане работы, и в плане проектов телевизионных. Основная задача, которая была перед тем, как мы начали проектировать, это функциональное пространство для семьи, состоящей из девушки и молодого человека, юного молодого человека, инвалида. Основная, наверное, проблема здесь была разместиться, то есть грамотно сделать так, чтобы по эргономике у нас все проходило. То есть с коляской передвижение ничем не затруднялось. То есть мы сделали 2 входа в санузел, чтобы не разворачиваться с коляской. Мы сделали центральный остров кухни, чтобы его можно было обходить. Постарались предусмотреть и зону гостиной, и спальню полноценную, и при этом, чтобы ей было удобно готовить. Но все-таки специфика была своеобразная. То есть нужна была такая планировка, чтобы было удобно с коляской. Ну, в общем, мне кажется, у нас получилось. У героев было пожелание уютного пространства, интересный вид за окном, он очень урбанистичный, и, конечно, хотелось какого-то уюта. Поэтому мы старались использовать теплые оттенки, натуральные материалы, при этом дополнили их какими-то акцентами в черном цвете. По освещению также была просьба, разные сценарии освещения, уютное освещение, поэтому мы брали теплый свет, не холодный. Естественно, по зонам мы его разбивали, то есть если мы готовим, то у нас есть освещение этой зоны, если мы там спим или читаем, у нас есть для этого свои светильники. Во-первых, у Центр Света все-таки лучший дизайн из всего, что есть сейчас на нашем рынке. Во-вторых, важно было, чтобы все было Центр Свет, потому что даже несмотря на точно выбранную температуру освещения, светильники из разных фабрик, они периодически по-разному смотрятся. Нам было важно, чтобы все освещение было одной температуры. Есть очень интересные светильники, которые подсвечивают рабочую зону, они у нас в стене. Тоже аналогов таких нет, именно с направленным источником света. Здесь действительно все на своих местах, то есть у нас есть точки, у нас есть подсветки там, где они нужны, у нас есть светильники для чтения, которые могут быть направлены, да, и у нас есть освещение именно зональное над кухней. Компания Центр Свет очень много разных позиций освещения, которые позволяют использовать определенные приемы. Например, у нас здесь декоративная штукатурка, она очень фактурная, и подсвечивать ее сверху или снизу – это всегда очень красиво. То есть мы дополнительно подчеркиваем фактуру материала. Здесь было необходимо использовать маленькие светильники, точки, потому что помещение небольшое, и если бы мы брали больше диаметр, смотрелось бы не так хорошо. Есть еще один прием, который очень успешно используется, это 2 точки ставятся рядом, одна подальше. И опять же, с такими размерами светильников это смотрится очень хорошо. Мы здесь тоже это использовали. Закарнизная подсветка – это тоже очень интересный прием, потому что он создает эффект такого парящего. В нашем случае это потолок, и у нас 2 светильника здесь. То есть на одном мы использовали закарнизную подсветку, а в другом мы использовали встраиваемую подсветку. Просто хотелось показать все возможности Центр Света. И в том и в другом случае это работает. То есть можем и так делать, и так делать. Еще одним плюсом является то, что если мы комплектуем объект полностью Центр Светом, в случае поломки, которая редко, но всегда может случиться, мы можем обратиться к одному представителю, все наши вопросы быстро решат. Проект был очень сложный, честно говоря, наверное, самый сложный из всех, что у меня случались. Я действительно очень рада, что мы его завершили, и завершили, судя по реакции героев, достаточно удачно. Я им желаю, чтобы они здесь жили с комфортом, это очень важно, это было, наверное, самым важным. И вам тоже я желаю интереснейших проектов, чтобы вы реализовывали все самые необычные идеи, росли, продолжали в том же духе, потому что, я повторюсь, на нашем рынке аналогов Центра Света нет.